Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендж «Старшая сестра». Перед нами наша как раз-таки старшая сестра, правда, в школьной форме, потому что она пыталась убежать в школу, но я ей не дала, потому что, дел еще очень много, конечно. Теперь все наши дети ходят в школу, но все-таки она должна всех обеспечивать. И на самом деле я сначала думала, что у нас все хорошо, потом поняла, что все не очень, потому что рассказываю, что у нас случилось, потому что с прошлой серии я говорила о том, что за выходные мы все поделаем, мы прокачаем все навыки, мы сделаем школьные задания, там все-все-все. В итоге мы не сделали толком ничего, дети ушли очень печальные в школу, потому что у нас еще сбежала собака. Все такие печальные, расстроенные, в общем, какой-то такой не повезло, короче, нашей немножко семье, потому что все какие-то такие расстроились. Зато у нас такая классная погода, у нас первый снежок, что мне не может не радовать. Я обожаю зиму в Sims 4, какая-то она такая очень уютная, и эти первые снежинки, конечно, потрясающие. Так вот, наши беды на этом не закончились. Во-первых, я забылась, и старшая сестра собрала весь урожай, но нам нужно, чтобы наша средняя сестра все-таки прокачивала свой навык садоводства, и надо, чтобы она снимала это все дело. Но я забылась, короче, и все сняла. Вот. Во-вторых, все-таки, да, зимой очень мало чего растет, и это не очень много денег приносит, поэтому нужно вязанием все-таки поактивнее заниматься, но у нас с вязанием она, конечно, может вязать, но просто проблема в том, что по вязанию, получается, плохо продается, короче. Ну, не очень бодренько продается. Вот здесь вроде 400, практически 500 миллионов, но пока его никто не покупает. Так вот, я здесь затеяла, как видите, постройку. Я пристроила еще одну часть. И я думала, что наконец-то сделаю всем отдельные комнаты. И денег же у меня достаточно. Я тут все перекроила, потеряла статус tiny house, ну, маленького жилища. И мне пришли счета. И, собственно говоря, мы сейчас заплатим за счета. И все наши накопленные денежки уйдут туда. Ну, то есть то расширение, которое я хотела, оно мне навредило. Ой, в итоге, говорю, все грустные, счета пришли, денег не хватает. Вязание не продается, этот садик немножко захерел у нас на морозе. Вот, в общем, как-то так все немножко не очень. Но давайте, ладно, разбираться постепенно со всем. Я думаю, что мы, конечно, разгребемся, но все не так как-то радостно, как мне хотелось. Потому что я была уверена, что когда наша средняя сестра вырастет, будет как-то повеселее, полегче, как-то все это будет поактивнее. Но оказалось все как-то не очень. Зато нам дали, она была 2 минуты в школе, и нам дали школьный проект, видимо, чтобы улучшить оценки, но мы отдадим его младшим. Так вот, у нас все хорошо, мы теперь будем вязать. Сейчас, в принципе, еще чуть-чуть, и придут дети, надо будет помогать им с домашним заданием. Ну, это надо их дождаться сначала. Но пока вот она ждет, я думаю, она чего-нибудь, да, свяжет. Я думаю, что она уже что-то начала, потому что вот так вот, да. Ага, она не захочет, наверное, сейчас связать. У нее еще что-то с настроением бесконечно просто. Перепады настроения. Шикарно. Ты же не захочешь вязать, правда, да? Вязать изделие, распустить, продолжить. Какой-то... нет. Видите, у меня есть, кстати, специальное вязальное кресло, потому что, в общем, на кроватях она от случая к случаю вяжет, а на стульях вообще невозможно. Дивана. Диван нам еще некуда ставить, поэтому я вот поставила ей специальное вязальное кресло, она в нем всегда вяжет, никогда не отказывается. Так, все наши школьный проект, все наши дети пришли со школьными проектами, что ли, смотрите, какая банда идет домой. А мы, кстати, хотели посмотреть школьную форму мальчишечью. Все грустные. Это какая-то хитренькая, слушайте, она что-то задумала. Ха-ха. Это, как обычно, грустные. Надо ей макияж, что ли, сделать, а то он как-то совсем... Смотрите, какой у нас Элвис в белом брючном костюме. Он немножко грустный, видимо, ему не так сильно понравилось. Ладно, давайте смотреть, что так, оценки стали лучше. У всех стали лучше оценки, это приятно радует. А нам нельзя еще позвать собаку? Что она сейчас прибежит? Ее нельзя сейчас позвать. Ладно.
Так, ты идешь, ты грустная, ты потеряла. Ну, да, есть такое. Так, у тебя зато есть школьный проект. Это не может не радовать. Может, у нас все-таки что-то осталось? Я тут увидела, что... Это что, картошка? Картофелина. Ты можешь собрать весь урожай? Получить образец, продать. Собрать весь урожай. Попробуй собирать весь урожай. Ну, ты, конечно, грустная, но надо работать. Так, это можно уже продавать целый один симулион. Это нужно делать. А что у нас вообще с оценками? Отличница. Серьезно? Хорошо. Домашняя работа не начата. Хорошо. Но ни одного проекта еще не сделано, собственно говоря. Но раз она отличница, то можно, кстати, начинать знакомиться с молодыми людьми, потому что я так ни с кем и не познакомилась за эти выходные. Это какой-то тотальный дефицит молодых людей, подростков в этом городе и вообще в любом городе. Что-то их как-то очень мало. Так, у тебя тоже все хорошо, ты даже счастливая. А что у тебя счастливое? Чего это? Особая связь, ощущение близости с персонажем неподалеку. О, тебе тоже дали. Отлично. Что у нас с оценками? Хорошистка. Хорошо. Раз ты хорошистка, то хорошо. Делай тогда домашнее задание, потом делай проект. Аккуратно работать начинай. Так, ты наш мужчина в красивом костюме. Так, ты тоже хорошист. Ты тоже грустный. Но у тебя, по-моему, здесь ничего не надо. Да. Слушайте, как вы хорошо себя чувствуете все. Удивительно, невероятно. Значит, тоже сначала делай домашку, потом иди аккуратно работай. Ну, конечно, наша Шерри. Ну, у нас Шерри, да? Да. Шерри не разорвется на всех, потому что как бы всем нужно помогать. Все такие грустные ходят, кошмар какой-то. Так, а много она у нас соберет, интересно? Так, раз. 8 картофеля с одного клубня. Ну, хороший урожай. И все, типа? Это и весь урожай? Ты издеваешься? Мне кажется, она немножечко издевается. О, они сейчас как раз пообщаются, может, они перестанут быть такими грустными. Ну да, сбежала собака, ну она вернется, ну она уже сбегала, все нормально. Нет. Раньше, кстати, можно было как-то позвонить по телефону и поискать собаку. О, вот. Сделай объявление. Может, наша собачонка и вернется. У нее, кстати, уже практически... Да, мы сейчас достигнем 10 уровня и сможем этот ужасный свитер связать, который действительно ужасный, но думаю, что он будет хорошо продаваться. Ну, по крайней мере, за него много попросят. Я так очень сильно на это надеюсь. Так, домашнее задание выполнено. Хорошо. Ой, снежинка такая крупная попалась. Так, а ты еще должна почистить, потому что что-то у нас грязноватенько. Ну, движи сначала, конечно, свой свитер. А то она любит такая, типа, вроде бы пошла, вроде бы не пошла. Так, второй пошел. Первый начал, второй пошел. Сейчас еще третий присоединится, видимо. Подростковая домашка, она немножко больше, что логично. 10 уровень. Тара-та-тарам-тарам-та-там. Я поздравляю тебя, Шерри. Ты у нас молодец, ты у нас ас. Ас. Надо теперь выставить твой свитерочек на продажу, посмотреть, сколько он будет стоить. Так, а что у нас шутки, забавы? Я, кстати, побывала еще на фестивале барахолки, короче. Я думала там прибарахлиться, купить какую-нибудь мебель, которая бы украсила наше жилище скромное, раз у нас с деньгами не очень. А там ничего не было, как-то все было настолько печально, неинтересно. Ты можешь всю картоху собрать? В итоге я ничего не купила. И это было обыдно. Ни с кем не познакомилась, ничего не купила. В общем, какой-то вообще, говорю, очень бессмысленные выходные получились. Я так на них возлагала надежды, они как-то вот так вот промелькнули абсолютно бессмысленно. Так, начать аккуратно работать. Да, давай, начинай.
А ты там еще вяжешь? Тебе еще долго? Да, слушайте, еще долго. Вот это они, конечно, вяжут эти свитера, но из-за этого они так дорого стоят, потому что очень долго. Надо вот, кстати, еще коврики сварить. Ой, сварить. О чем я подумала? Связать коврики. И этих книжных. Да что ж такое? У меня что-то все эти перепутались в голове. Цветы где вешать, вот. В смысле, с цветами, эти горшочки для украшения. Чтобы их не покупать, а все-таки связать самостоятельно. Думаю, это будет дешевле. Так, и что? Проект вязания. Кстати, вот этой кофты я вообще ни разу нигде ничего не видела. Легендарно. Прекрасно. Все-таки вяжет она хорошо. Главное, чтобы оно продавалось. Так, это должно помочь. Хорошо. Мы выставили объявление о пропаже нашего питомца. А что ты так типа грустишь? А что ты не помогаешь никому с проектом? Ты, конечно, в душ хочешь? Так, а кто у нас первый закончит? У нас молодой человек первый закончит 100%, потому что он первый начал. Ну, сходи тогда в туалет. Покушункой. У нас же есть что поесть? Или надо будет приготовить, наверное. У нас есть торт. Я, кстати, так и не поняла. Торты вообще, типа, не портятся? Или сейчас вообще ничего не портится? Что-то я не очень поняла вот этот момент. Так, что у нас здесь? А у нас здесь, по-моему, да, у нас все идеально. У нас можно выбирать новую цель, но я не очень хочу, если честно. Ну, поиграй на скрипочке. Так, дальше у нас Соня, дальше что-то. Так, тогда ты сначала покушай. Так. Теляпия, это, кстати, рыба, по-моему, если я правильно помню. И что ты здесь хочешь? Закончить домашний 2 раза внимательно. Ага, ты невнимательно, ты грустно. Ну, сегодня не судьба будет с этим делом, да. Потом поиграй немножко в шахматы. Потом сходишь в туалет, помоешься и ляжешь спать. Так, ну давайте. Ты тоже хочешь кушать и в туалет. У вас что, синхронно все, что ли? Одинаковые желания? Ну, они вот в БДЕ пошли. Угу, они супер внимательны. Что у нас здесь? У нас уровень повышен. Угу, хорошо. Пошла жара. Супер внимательные. Вот из-за помощи интересно. Все такие в школьной форме на улице зимой сидят, делают какие-то проекты. Немножко сюрреалистично, конечно, это все выглядит. Но что поделать. У нас снег не сильно выпал, так что нормальненько. Нам надо уже, конечно, освободить будет первый этаж. Сейчас, я надеюсь, продадутся наши свитера. И этого как раз хватит для того, чтобы переместить все на второй этаж, чтобы на втором все спали, на первом все-таки такая более общественная зона была. Вот, чтобы у них все-таки было место, где вот заниматься всякими навыками. Ага, они первые закончили, слушайте. Ну, помощь прям сильно помогает. Так, давай тогда помоги с проектом. Так. И ты что ты хочешь? Ты хочешь кушать, ты хочешь в туалет. Все хотят в туалет. В большой семье оно всегда так. Но у нас же 2 туалета. И это не может не радовать. Эти картофели, надо их продать, в общем. Что не хочет остальной картофель собирать. Я так и не поняла, почему. И тогда сходи на длительную пробежку. Ты еще можешь успеть, я думаю. Учитывая, что садоводством ты не хочешь заниматься, нам еще логикой надо. Так, 3, фитнес 4. Ну, у нас с фитнесом, конечно, получше. Надо, значит, налегать будет на логику. Вообще нам надо налегать на садоводство, потому что садоводство дает самую хорошую стипендию, когда высокий навык садоводства. Вот, так, помогай следующий. Пока они здесь не окоченели от холода. Так. Все, быстро закончить. Ты серьезно? Ты успеешь ему закончить, помочь? А, нет. Все. Так, давайте теперь расфасуем по багажам,
Чтобы мы потом точно знали, кто чем занимался. Слушайте, а он еще светится, прикольно, да? Он же светится. А что, у нее засветился, а у него не засветился? Странно. У нее же реально светился. У Сони, правда? А ну-ка, если его еще раз выставить. Или это у нее, видимо, какой-то другой. Прикольно, оно все светится. Так, хорошо. А что ты пошла? Ты пошла смотреть проект. Нет, ты пошла уже кушать. Ты в туалет, конечно, хочешь. Так, а ты что хочешь? Ну, пока тебе не судьба, сейчас все дети сначала все про себя сделают для себя, и тогда только... Сколько у нас свитер? 562. Крутяк, крутяк. Ну, только надо теперь, чтобы он продался. Конечно, деньги за него хорошие дают, но пока покупать никто не хочет. И мы никаких скидок не можем делать. Сколько вот оно назначилось, только оно назначилось. Так, давайте посмотрим. Вязать одежду, изделия. А какие у нас изделия? Детские игрушки, кашпо, ковры, пуф. О, давайте пуф она свяжет. Я еще не вязала. Ну вот, зеленый, оранжево, синий. Ну, давайте. Он, если что, и нам пригодится, и им пригодится. Так, эти порыбки пошли. Хорошо. Только посмотрите, кто к нам вернулся. Наша собака наконец-то нашлась. Она вот пришла такая вся грязная, вонючая, такая вся вот... Ну так, где-то гуляла на каких-то мусорках. В общем, она к нам вернулась. Уже утро, нам уже всем нужно просыпаться, потому что детям в школу старшие вообще себя плохо чувствуют. В общем, надо отмыть собаку заодно. И, кстати, нам там, вот, нам собака какие-то таинственные коробочки оставила. Она тут всю ночь бегала, на самом деле, она нашлась ночью, но, в общем, в каком-то немножко другом месте. Сейчас посмотрим, где она... Что за коробочки? Я вообще такого первый раз, если честно, встречаю. Какие-то коробочки нам пропавшая собака нашла. Таинственные. Стоп. Случайно не подросток? Нет, взрослый. Интересно. Так. Где-то они здесь лежат, и я... вот. Что это за коробочки вообще такие? Я даже не представляю. Так. Косточка, мяч. И что? Что у нас здесь? Ага, мячики всякие. Косточка, мягкая пищалка. Ясно, это все для собаки, короче. Ну, я, конечно, так и подумала. Но думала, вдруг нам что-то... Так, вернитесь в семью, пожалуйста. У нас как все? У нас тут немножко запущено. Нам, кстати, нашей барышне сегодня нужно побольше общаться, потому что нужно нам завести какие-то знакомства. А то вот случилось так, что что у нас, день рождения было, и некого пригласить, просто некого было пригласить. И это, мне кажется, большое упущение, печаль, и вообще так нельзя жить. Чтобы вообще не было знакомых, которых можно пригласить. Так, у тебя все хорошо, ты досыпай. Так, ты возвращайся домой, у тебя, в принципе, тоже все хорошо. Как раз пока дойдешь до дома, будет уже и... Ну, в школу надо будет идти. Так, у нас, как обычно, сломали, наверное, привидения были наши любимые, обожаемые. Надо будет помыть, ну, в смысле, починить, а не помыть. И помыть собаку нам надо, потому что, как видите, она такая вся ароматная, чистая, как видите. Это надо ее как раз-таки в ванной мыть. Так, а что ты так медленно продефилировала, не помывшись? Тебе уже в школу надо, а ты вообще как бы не в кондиции. Так, а ты что подскочил? У тебя все хорошо. Ну, подожди просто 10 минут. Ты тоже стоишь, ждешь, ну пообщайся тогда с сестрой. Так, у нас с садиком все хорошо. Надо себя бить по рукам. И что? Кто скажет? Где-то я видела такое классное действие. Куда оно исчезло? Вот, стать друзьями навек. В общем, мне надо бить себя по рукам, чтобы не начать этим заниматься. Потому что надо это все оставить
Для средней сестры. У нас тут грушки, лимончики. Тут яблоки, тут просто сорняки. Что-то у нас. Банановое дерево. Угу. Оно явно летом вырастет. Тут какие-то даже цветочки есть. В общем, что-то есть. Это все останется для средней сестры. Так, идите общайтесь. Старшая у нас вчера допоздна, конечно же, вязала. У нас тут, кстати, есть связанный пуфик. Ну, кстати, не очень дорого стоит. Сколько он получается? 263. Ну, хотя бы его должны купить, потому что что-то у нас много чего есть, но ничего не покупают. И меня это не радует вообще. Так, они сейчас пойдут в школу. Ты же, надеюсь, не пойдешь в школу? Нет. Да. Так, сейчас у нас тут переполнилось все. Все. Так, ты не пойдешь в школу, ты в курсе, что ты никуда не идешь. Ты чини свою ванную, чини. А где наша собака? Помой сначала собаку, потому что, мне кажется... Так, простите, надо все, хватит ванне просто. Стареть с друзьями на бег. Все, мне на паузу поставила, это я случайно. Я хотела нашу... Эти там стоят, обнимаются. Так, они сейчас переоденутся, кстати, в школьную форму. Посмотрим, какая у них будет сегодня школьная форма. Так, вы вроде стали друзьями моих. Чего вы? Все хорошо у них. Так, переоделись, но не переоделись. Покажите форму. Вы идете в школу так одна? Опять в белом. Мне кажется, этот белый самый странный, честно. Признаюсь, костюмчик. Так, а что это такое? Иди мой собаку. Чё халтурим? Не халтурим. Так, ты знакомиться. Ты должна познакомиться. Хотя бы у тебя должна быть личная жизнь. У кого-то в этой квартире, точнее дома. Должна быть личная жизнь. Я считаю, что ты самый идеальный вариант. Что там, неправильно ванная стоит или что? Вы можете пойти? Нет? Ясно. В прошлый раз то же самое было. Сейчас исправим ситуацию. Все, теперь вы точно сможете помыться. Я так исправила ситуацию. Я потом ее поставлю на место. Все нормально. Так, купать в ванне. Давай, покупай ее в ванне, расчеши. Приведи в порядок собачонку. Когда она была маленькая, она ее нормально там купала. А сейчас как-то вообще не получается у них купаться нормально. Так, радостно, радостно. Давай, запрыгивай. Сейчас у нас будет чистенькая, вкусно пахнущая собачка. Да? Надо после этого кушать, конечно, идти, потому что она немножечко уже голодна. Итак, тут наша Терри только что сообщили о том, что она безответственная, потому что у нее все так плохо, что ей пригрозили тем, что, в общем, черту характера скоро безответственная она получит. Представляете, она и безответственная. Да, как видите, все так как-то печально. Ну плохая учеба в школе, несоблюдение комендантского часа, домашний арест, малыши и дети, устраивающие беспорядок, подростки, бросившие. Ну из-за того, что, в общем, она в школу не ходит. Так, за все это время она, в принципе, только приготовила поесть и связала очередной свитерочек. У нас так ничего не продается. Это немножко меня напрягает, потому что у нас, видите, уже 4 лота, 2 из которых очень дорогие, очень хорошо приносящие, потому что я очень надеюсь на эти деньги. Если вот оно все продастся, то мы сможем облагородить второй этаж и как бы все перенести туда. Смотрите, какой шикарный шлейф от нашей Терри. Она немножко хочет в душ. Но зато она с кем-то познакомилась. Кстати, надо глянуть, с кем она познакомилась. Она одноклассница Каори и Wolfgang. Прекрасно. Я рада, что у нее есть Wolfgang. Надо еще выучить, как он звучит. Так, тогда она приведет себя в порядочек, сходит в туалет, помоется, соберет все плоды. Ну давай. Так,
примет душ, потом она соберет весь урожай, сделает домашку и будет абсолютно свободна. Если у нее останутся силы. Так, а ты, барышня, что у нас? Такие бравые ребята. Они такие синхронные. Но они двойняшки. Как бы ничего удивительного, ничего удивительного. Так, давайте тогда она сходит в туалет. Ей нужно немножко что-то повеселиться. Но... она должна быть, кстати, вдохновленная, да? Внимательная она должна быть, чтобы сделать домашку. Поэтому сначала поиграй в шахматы, чтобы стать более внимательной. Так, они же стали лучшими друзьями. У тебя вообще все шикарно. Просто садись и делай домашку, значит. И ты у нас делаешь какой-нибудь пока нет у нас денег. У нас с деньгами напряженка, поэтому проект ты пока не будешь делать. Так что сиди и рисуй. Создавать праздничные поделки. Ух ты ж. Ух ты ж. И это интересно прям. Я не знала этого. А ты гнома можешь сделать? Серьезно? Прям настоящего гнома? Давайте посмотрим. Кстати, у нас уже второй день снег. Так, багаж. Ага, хорошо. У нас второй день уже снег. У нас уже третий день зимы. Второй день снег идет. А снег так и не нападал. Или он в этой местности вообще не падает, как вы думаете? Я в этом городке еще полноценно не играла. Снег, прохладно. Вроде бы все должно быть. А что ты сидишь, грустишь? Так, ты выставила... Тебе надо в туалет, но туалет сейчас будет занят, поэтому сиди, вяжи дальше. Тут такие, кстати, вообще... такая одежда прям... Я не знала вообще, что у нас так много интересной одежды. Комбинезон для младенца. Давай еще комбинезон для младенца. У нас зелененький продается, по-моему. Давайте красненький такой. Вяжи. Сиди и вяжи, пока все остальные занимаются другим делом. А потом сходишь в туалет. Так, они все по очереди зашли. Немножко у них пробочка образовалась вначале. Ну, такое бывает. Когда все вернулись сразу и все ринулись домой. Так, она прям в школьной форме села. Серьезно. Я же ради ее душ посылала принять. Она психанула, по-моему. Ой, еще поесть надо, на самом деле. Так, давай, покушай. Потому что я очень надеюсь на романтическое свидание вечером. Если у нее хватит сил, она сейчас сходит на романтическое событие себе, в общем, устроит. Так, покушай. Так. О, надо уже полить все. И собрать все. Получен навык логики. А почему ты не стала внимательной? Я не поняла. От чего ты не хочешь становиться? Она возбужденная. В ожидании открытия подарка. А почему завтра подарки? Так, подождите. Я все пропустила. Праздник зимы. Да, надо что-то. Надо будет покупать, наверное, елку, да? Да, я видела. Значит, надо обязательно, конечно, сегодня переехать бы на второй этаж, освободить место внизу. Ну, чисто технически мы можем это сделать. Ну, пожалуйста, купите кто-нибудь что-нибудь одно хотя бы. Пожалуйста, нам очень нужна денежка. Сейчас еще она урожай соберет, средняя сестра наша. Может, как-то повеселее будет. Давай пообщайся. Он гномиков так делает? Я-то думала. Восхищайся интересом. Она вот тоже возбужденные, все ждут подарков. И как нам организовать эти подарки? Нам же надо купить елку, а нам не на что покупать елку. Давай тогда дожевывай. И иди уже собирай хоть какой-нибудь урожай, хоть что-нибудь. Хотя бы на елку нам должно хватить. Ну вот так вот, да. Такая вот у нас. Все у нас так печальненько немножко пока что. Так, давай. Собирай. Собирай урожай, собирай. Ну, очень сильно надо. Ты сначала поливаешь, поливай. Я надеюсь, ты ж все польешь, да? А не так, как вот это вот одно деревце полил, и типа я все. Как типичный подросток. Типа я убрал в комнате. Выкинув одну бумажку из-под конфеты. Так, ты вяжешь. Ты уже очень хочешь в туалет.
Ой, надо этот читать мантры, чтобы у нас что-нибудь купили. Потому что все так... Кстати, свитер не очень дорого. Хотя, вот это, конечно, получше. Может, это качество не такое? Да, нормальное качество. Ну, в смысле того, что не легендарное. И здесь, видимо... Нет, легендарное, это, видимо, максимальная цена за это дело. Так, я так понимаю, что вот это все, оно не перебьется, да? Возбуждение шахматами не перебить. Ну, тогда иди в этот... Делай домашку. Раз все так. Раз все так, и кушать надо. Не можем мы купить. Если мы сейчас купим просто хотя бы один этот проект школьный, то мы останемся вообще без денег. Я не знаю, сколько елка стоит, но думаю, что она все-таки стоит каких-то денег. Ну-ка посмотрим на гномиков. Эйч. Ну, слушайте, у него так хорошо обустроен стол. Я тоже так хочу. Слушайте, фломастер классный. Это, наверное, такие прям художественные маркеры, бумага цветная, блестки. Слушайте, как интересно. И внизу там что-то. Так, и сколько оно стоит? 4. Ну, тогда просто положим в багаж. Так, ты хочешь кушать и ты хочешь в душ. Но нижний душ занят, поэтому иди на верхний. А ты у нас сделал домашку вроде бы, да? Давайте сейчас... Ты улучшить можешь? У тебя есть навык механики? Серьезно? Как ты его раздобыл? Он, наверное, этот проект делал. Моторика. А что у него? Моторика, наверное? Не знаю. Так, ладно, кушать. Кушать. Какое-то тут еще модное супер блюдо есть у нас. Мы приготовили. Вот это что такое у нас? Обжаренная курица слегка. С рисом. Я тоже от такого не отказалась. Так. Сделай дополнительное домашнее задание. Это всегда хорошо. Дополнительно это всегда приветствуется в нашей семье. Так, а ты что? Горюнюшка моя, ты так и не довязала, да? Угу. Ну, помоги тогда с домашкой. Какой с младшей сестрой. Уж запуталась со всеми делами, со всеми сестрами. Так, а ты отмени, а сестре помоги. И заодно... здесь не надо. Наполнить. Надо наполнить кормушку. Ну и чего ты ждешь? Она опять в этой форме, кстати. Я вовремя не... Короче, по-моему, свидание наше отменяется, потому что уже вечер. А она уже не какущая. Хотя у нее вроде все хорошо. Но надо еще прополоть. Она все поливает. Не, хозяйка, конечно, молодец. Кстати, мне кажется, она похудела. Ну, все-таки мы фитнесом занимались. Так, пока она шла, короче, я так понимаю, что она уже закончила, да? Угу. Так, и что, ты внимательно? Ну, сделай еще домашку, слушай. Ну, не стесняйся ты. Потом приведешь себя в порядок. Давай, дополнительно. Тебе же надо две домашних работы сделать, когда ты будешь внимательная. А старшая сестра тебе сейчас поможет. Это как-то будет побыстрее. Так, ответственность. Короче, ничего тебе уже не поможет. У нас безответственная женщина, которая не ходит в школу. При том, что она гиперответственная. Так, помоги с домашним заданием. Давай. Открываем. Помогаем. А ты чего? Ага, ты идешь кушать. Хорошо. А ты у нас как? Ага, ты уже плоды собираешь. Хорошо. Мы сейчас, кстати, вот посмотрим, сколько всего она еще соберет. Ну, хотя шпинат, конечно, вообще беспонтовый оказался. Он у нас так много места занимает, но в итоге он вообще никакущий. Он там по доллару, по 7 миллионов всего стоит. Если по доллару, то еще нормально, а ты всего 1 миллион стоит. Вообще как-то неинтересно. Так, а что ты тут не собрала? Так, вот, видите, 42 миллиона. 5 этих. Вообще не интересно. А это что у нас?
240. А что это? Я не помню, что это. Но хотя бы что-то. 120. Так, а они завтра будут все дома, слушайте. Если завтра праздник, то они будут завтра дома. Нам очень надо, чтобы хоть что-то продалось. Какие эти танцы с бубнами потанцевать, чтобы они все продалось. Ну, завтра, наверное, тогда завтра устроим ей свидание. Общение пригласим как раз нашего нового знакомого. Будет праздновать все вместе. Проведет праздники с нами. Точно, это хорошая идея, мне кажется. По крайней мере, мне нравится эта идея. Не знаю, как нашей Терри, но мне эта идея очень даже нравится. Так, давай домашнюю работу делай. Так, а вы что тут? Так, ты уставшая. Хорошо. О, она у нас ответственная. И это тоже манеры, все идеально. У нее жизненная цель выполнена. Обалдеть, она у нас ответственная. Она у нас гиперответственная. Вот так вот. А, нет, не выполнена. Что я сказала? Почему? А, это у нас последняя ступень. Создать 3 зелья эмоций? У нас еще химия? Ну, ёшкин кот, ну какие вы затратные детки, а? Нам тут елку надо как-то нашкрепсти на елку. В общем, в следующей серии будут празднования. Я думаю, наконец-то будут романтические какие-нибудь отношения. Я очень на это надеюсь. Будем химичить, будем находить где-то деньги. Я буду танцевать танцы с бубнами, чтобы у нас что-то купили. Так что, думаю, следующая серия будет такой же насыщенной, как и эта. Хотя это была не сильно насыщенная, но такая обычная, обыденная жизнь нашей старшей сестры. Так что подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих серий. Пока-пока.